falamos também da questão da situação do conflito Rússia-Ucrânia. Nós, Moçambique e a África, não é? Somos a favor do diálogo, de uma solução negociada e pacífica deste conflito, também no respeito pelo direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Também falamos da situação no Golfo e nós partilhamos o impacto que está tendo aqui em Moçambique, que muitos dos nossos produtos, como produtos de combustíveis e outros, né, subiram quase acima de 40%, impactando na vida dos moçambicanos. Falamos da necessidade de dois Estados, não é? Na convivência entre Israel e a Palestina, na situação da Palestina. Então, fizemos esta avaliação da situação, tanto nacional como regional e continental e do mundo. Também fizemos uma avaliação da nossa cooperação bilateral em várias áreas em que a Rússia tem nos apoiado. Identificamos algumas áreas que nós vamos consolidar quando tivermos a comissão mista, não é? Que possivelmente vai ter lugar em setembro, comissão mista Moçambique-Rússia, que vai ter lugar em setembro. Então, vamos consolidar as áreas econômicas que temos que seguir e ver se conseguimos implementar vários projetos nestas áreas. A Rússia está disponível para trabalhar conosco nessas áreas. Estamos a falar da área de energia, a área da agricultura, áreas de digitalização, que eles são muito bons nisso na inovação, transporte e logística. Então, identificamos recursos minerais e energia, não é? Então, identificamos essas áreas e também o apoio na luta contra o terrorismo. Já vamos continuar a trabalhar este ano. Продолжим оказывать Мозамбику содействие в преодолении последствий стихийных бедствий как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу. Расширили в прошлом году количество стипендий, предоставляемых нашим мозамбикским друзьям. Сегодня подтвердили готовность выделить дополнительное количество стипендий в случае наличия желания. Обсудили другие вопросы, касающиеся африканского континента, в том числе ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки. Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Мы подтвердили признательность нашим мозамбикским друзьям за их понимание первопричин конфликта, за их взвешенную, я бы сказал, обоснованную и ответственную позицию, которую они по этим вопросам занимают в Организации Объединенных Наций, не поддерживая замыслы Запада украинизировать чуть ли не всю повестку дня Всемирной организации. У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском заливе, в более широком смысле, в Персидском заливе. И мы исходим из того, что, конечно же, конфликт этот нужно завершать, и завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон. Не только Ирана, его соседей, Соединенных Штатов, но всех стран, которые так или иначе
страдают от негативного влияния на мировую экономику нынешней ситуации. Спасибо, хорошо. Это, До свидания. это их работа. Trabalho deles. Obrigada.